Сегодня мой последний день на Готланде, и каким-то таким абсолютно удивительным образом остров мне все время напоминает дом. То мне кажется, или, наверное, мое прошлое, то мне кажется похож на Крым скалистыми вот этими своими склонами, то он мне напоминает Азовские косы с цветущим солеросом и нашей кашкой. Я всегда смеялась, что для меня запах родины — это когда степь сливается, запах степи, цветущей степи сливается с морем. Вот, вот удивительным образом я его здесь почувствовала на Готланде, и Готланд стал для меня как бы такой альтернативной, идеальной, скажем, не вот, идеальной копией моего прошлого в другой альтернативной реальности, где нет войн, где стоит целый невредимый Марик, ну так, Марик — это Мариуполь, где я могу вернуться в любой момент домой, встретиться с мамой, которую я не видела уже 3 года, а мама у меня в оккупации, где не бомбят Киев, Днепр, Одессу, где нет войны, где люди вообще не знают, что такое смерть. Ну, какая-то такая совершенно, какой-то совершенно такой идеальный мир, а даже какой-то нереальный, который мог бы быть и который не стал. А сегодня утром я прощалась с морем и пошла вдоль берега, и там где-то на горизонте стоит белый парус. Я вспомнила Лермонтова из школьной программы «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». И тут над головой в таком бреющем полете 2 реактивных самолета. И такой гул, который заглушает крики чаек. И даже в этот идеальный мир врывается война. Ну, мир на наших глазах меняется, становится совершенно другим. И начинает играть совершенно по другим правилам, которых не должно было быть вообще. Ну, вот такими какими-то грустными, грустными символами Готланд сегодня провожал меня в реальность, в которой есть и войны, в которых есть и смерть, в которой гибнут люди, и, к сожалению, в которых есть война. Вот эта штука, я даже не знаю, как она правильно называется, это остатки военных сооружений времен Холодной войны. В физике есть такое понятие точка бифуркации, это аналог кризиса. И вот в этих кризисных состояниях очень важно для человеческого общества такое понятие, как ценности. Как сказал лауреат Нобелевской премии, основоположник теории самоорганизации в физике Илья Пригожин, ценности — это коды, которые удерживают систему на определенной линии развития. К сожалению, вот в современной кризисной ситуации человеческое сообщество опять выбирает ценности войны. К сожалению, зона мира на планете Земля долго не задерживается. Это лебеди, да, это были лебеди. Есть такой абсолютно идеальный мир, которого нет в реальной жизни. Даешь в идеальный Готланд с идеальной природой, с идеальными человеческими отношениями.
где нет проблем, ты здесь гость, где все осталось там, на материке. Поэтому, конечно, я не хочу. Здесь есть кухня. Кухни у меня нет уже, то есть любой дом у человека – это кухня. На кухне люди общаются, тусуются, едят, ссорятся. То есть главное место в каждом доме – это кухня. Что трапеза. Трапеза – это семья. Вот кухни у меня уже нет лет, наверное, 8. Сколько война, сколько у меня нет дома, столько у меня нет кухни. Вот, а здесь она есть. Такой большой красивый стол, свечки. Конечно, я не хочу уезжать. Ну что, присядем на дорожку? Есть такая традиция. А дорожка длинная.